Мистер Уэбли, у вас есть разрешение на это ружье? На это есть. Как понять на это? Это... Морская мина. Всем привет, с вами Арсом. 17 июля уже близко, именно в этот день будет старт новой версии Драгонхейра, и мы обязательно это увидим и заценим. Разработчики запилили ивент с сундуком, я о нем когда-то уже упоминал в одном из видео, вы можете в нем поучаствовать, ссылку внизу оставлю. Еще они перенесли чуть-чуть выпуск, да, раньше говорили, что в 13 часов по МСК, потом сказали, что будет где-то в 5 утра, но теперь понятно стало, что в 8 утра по МСК игра стартанет. Но у нас же видео сегодня не об этом, правильно? Потому что игра стала доступна для предзагрузки, но вот незадача. В нашем регионе она как бы недоступна, не спрашивайте почему. Они переводят для нас Драгонхейр, а затем дают официальный сайт, через который можно донатить в игру с поддержкой русских карт, но в нашей стране игра недоступна. Это я про Россию сейчас. Командир, у нас проблемы. И вот об этой проблеме будет как раз таки ролик, потому что даже СНГ игроки тоже с ней сталкиваются. Началось все это еще в декабре того года, и причину никто так и не понял, потому что это произошло абсолютно внезапно и без предупреждений. А на вопросы «что за фигня?» ответа не было слышно. В прошлый раз такая проблема обходилась на ПК двумя способами. Так как я ПК-геймер, а телефоном почти не пользуюсь, мне сложно будет рассказывать о всех лайфхаках, поэтому буду в основном говорить про ПК. О мобильниках я тоже расскажу, там все просто. Но даже этих знаний о прошлом мне будет недостаточно описать все варианты решений. Начну, как я сказал уже, с ПК. Для ветеранов, те, которые раньше играли, в целом почти все просто. Во-первых, удаляем игру нахрен. И на этом все. Подписывайтесь, ставьте лайки. Подписку нажми и лайк замути, и Арсом будет всегда с тобой. Ну, шучу, конечно. Это только начало. И да, совет от разработчиков игры был именно такой. Удалить игру. Почему? Потому что файлы старой игры и новые, они как бы конфликтуют. И чтобы этого у вас не произошло, в основном это можно было понять по черному экрану бесконечному. Нужно просто удалить старую версию игры из папки. В случае, если у вас и дальше будут после скачивания выскакивать черные экраны жизни, то, возможно, проблема будет как раз таки в другом. Возможно, будет проблема с логами. Я закреплю ссылку на решение вообще проблем в ТГ. Но есть и английская версия, она будет в Дискорде. Не знаю, на экране вот покажу, может быть так, вот на паузе, короче, поймете, чтобы никуда не прыгать, да, вот, чтобы вам удобнее было. Ну ладно, окей. А что если у тебя нету ТГ, VPN, Дискорда и прочее? Короче, не хотите вот с этим возиться. Можно же как-то по-иному скачать? Скорее всего, да, но лично я не пробовал такой вариант, я его не тестировал, честно говорю. Смотрите, игра всегда раньше обновлялась через саму игру, а не через Steam. Соответственно, чтобы запустить игру, тебе достаточно было запускать из корневой папки экзешный файл. Один из моих подписчиков запаковал игру и закинул это на Яндекс.Диск. Можете скачать оттуда, но предупреждаю. Раньше мы такое уже проворачивали, и у половины этот пак работал, а у другой нет. Чаще всего люди сталкивались с такой проблемой, что в первый раз игра запускалась, и они такие: вау, спасибо, здорово, а на следующий раз она не запускалась вовсе. Поэтому тогда я видео удалил и, разумеется, извинился, потому что это не хорошо, сами понимаете. Так что гарантий на работоспособность этого метода я вам не гарантирую, но он может сработать. Если я возьмусь за это, если смогу это сделать, мне нужны гарантии. Откуда мне знать, что вы не врете? Ниоткуда. Но я не вру. Если у вас все сработает, напишите, пожалуйста, в комментариях, мол, все нормально, ребята, качайте, все хорошо, проблем нет никаких. Все может измениться, может это вообще будет не канать, но в основном это должно работать. Это же почти совершенно другая игра. Действительно могли внести какие-то изменения даже в установке этой игры. Steam является основной платформой, где вы скачиваете Драгонхейр, понимаете? Один раз скачали и все, забыли, больше не нужно этого будет делать, не обновляться, ничего, как я ранее говорил. Это то же самое, что Яндекс.Диск или Google Диск, но окей. А что делать, если я просто хочу скачать в Steam, и чтобы она у меня была в библиотеке, да? А ее там нет. Допустим, тот пак вам кажется подозрительным, вдруг там вирусы или еще какие-то злодеи, я не знаю, там что-то придумали. Вот вы начинаете гуглить, и вам будет выдавать: о господи, это что, Асир?
Нет, господи, показалось. В общем, допустим, вы решили загуглить в Стиме, и, как я ранее говорил, упс, игра недоступна. Какой неожиданный поворот, да? Заметьте, обязательно, я в своем родном русском аккаунте. А теперь я включаю VPN, и что я вижу? Правильно, регион блок. Вопрос, как решить такую проблему, если VPN не работает? Начнем с самого первого варианта. Первый и самый популярный в плане решений. Это найти зарубежный аккаунт Steam. Обычно это турецкий. На нем нету регион блока. Оплатить и что-то проворачивать гораздо проще, да, если у вас там не в евро, не в долларах. Рассказывать не буду о нем более подробно, иначе я этот ролик очень сильно затяну. Скажу сейчас крамольную вещь, потому что 13-летней девочке я не должен это говорить. Но... Полно видео на ютубе, и упаси его Господь, даже Рутюб. Там все это есть, там вам подробно покажут, как это все делается. Если у вас совсем нету времени и не хотите вдаваться в подробности, то существуют различные сайты по игровым услугам. Не буду их рекламировать. В общем, там вы можете зайти и, допустим, купить аккаунт за 10 рублей или 100 рублей. Не знаю, сколько они сейчас стоят. Ну, примерно раньше столько было. Вся суть в том, что вы добавляете игру в библиотеку на этот новенький турецкий аккаунт и скачиваете. И да, можно просто полностью потом забыть, он вам вообще уже даже и не пригодится. Потому что ребята даже из Киева жаловались на то, что им тоже это недоступно из-за регион блока. Рандом там, конечно, похлеще корейского. А все потому, что ваш аккаунт был создан в другой стране, да, и поэтому вы через Steam не можете получить, то есть регион блок изначальный, то есть вы просто его создали не в той стране. В этом как бы вся заключается логика. Еще хотел добавить, что раньше можно было его добавить, получается, на аккаунт турецкий, а когда вы заходили на свой родной аккаунт, то у вас игра была как бы в списке, и вы могли включить и поиграть. И сегодня, когда я решил проверить такой метод, мне сказали, нет лицензии. Это означает, что я не смогу запустить на другом аккаунте, хоть в библиотеке он у меня есть. Вот раньше это работало, сейчас не особо. Возможно, может и у вас вдруг сработает, я не знаю. Там всегда все по-разному. Сами понимаете, тот еще рандом. Тем более, зная понаслышке характер начальства, я, естественно, ни одного патрона в револьвер не вставил. Учтем. Есть и второй способ, но он, пожалуй, вам не понравится. Это, наверное, я буду говорить для тех, кто пользуется этой VPN-кой. И да, будет речь сейчас идти о ней. Потому что он платный. В этом, короче, весь и нюанс. Помнится, я раньше рекламировал этот платный VPN, но сейчас наши пути разошлись. Все, что я буду говорить, это не реклама, а просто как один из вариантов решения проблемы. А также, особенно это для тех, кто уже им пользуется. Какой миленький браслетик у вас на ноге. Опять съехал с руки. На эту тему есть хороший ролик у Осириса, это ютубер, тоже по ДХ. В нем он рассказал, что да как, в общем, как это будет выглядеть, как это делается. Грубо говоря, там была такая функция добавить игру к себе в библиотеку, и при этом даже не нужно было выходить с самого аккаунта. Просто магическим образом она у вас появлялась вместе с лицензией. Если найду его ролик, обязательно оставлю на него ссылку. Это не реклама, повторюсь. Я с этого вообще ничего не получу, а мои старые промокоды уже не работают. Вообще, я даже раньше, наоборот, предлагал абузить эту VPN-ку, когда вы брали бесплатный период, да, и таким образом просто пользовались тем, что вот есть. Возможно, и сейчас это так работает, но это не точно. Так, на этом, пожалуй, мои познания касательно ПК все. А разговоров-то было. В комментах напишите, если нашли другой вариант решения проблемы. Может, и через какой-то там другой VPN еще проще это было сделать, да, а тот, который я сказал, вообще не пашет сейчас. У них часто такие проблемы. Желательно, разумеется, пишите именно бесплатные методы. Вот им большой вот прям приоритет. Все же мы любим халяву, верно? Чужое. Халява. Взять. А теперь перейдем к тому, где мои познания очень сильно ограничены старым и древним ходором 10 Lite с 32 гигами памяти, в котором заполнено аж 30, и он еле дышит вообще. За 7 лет жизни-то. Начну с айфонов, потому что решение на них мне ответили раньше. Ну, если у вас есть iPhone, вы можете позволить себе, наверное, слетать в Канаду и скачать к себе на телефон. Ой, простите, не телефон, а iPhone. И я без шуток, один из подписчиков реально так и сделал. Но, надеюсь, он не шутил, потому что история выглядит достаточно интересной. Ну, а вообще, ребята говорят, что просто снесли старую игру и просто сделали то, что сейчас увидите вот на экране, да? И у них все работает. Возможно, еще есть альтернативы, и следующий вариант, который используется именно для андроидов, вам тоже подойдет. Это сервис BuffBuff. Грубо говоря, это платформа для помощи в донате, там можно скачать игры и, разумеется, бесплатно. Более того, сами разработчики, они поддерживают именно эту платформу, то есть они говорят, если хотите пополнить, вот, пожалуйста, пользуйтесь. За какие деньги? Я не продаюсь!
но сдаюсь в аренду. Помимо него есть еще такой Pure. АПК Pure. Вот, я тоже ссылку на всякий случай закину. Или это сам Баф кидает, короче, именно на него. Если честно, я вообще, честно, не понимаю. Вот ей-богу. Вот я зашел, вот у меня сюда вот перекинул и все. В общем, там тоже можно все это скачать. И самое важное, ребят, для тех, кто вообще все проскипал, смотрите. Важное, ребята, сейчас вот моментик для тех ребят, у которых уже раньше она была установлена. Во всех способах говорят одно и то же по установке. Удаляйте старую версию и ставите новую, потому что файлы конфликтуют. Ясно? А теперь давайте просто заспидраним все, что мы до этого говорили. Да? Вы же хотите сэкономить время, особенно если вы сразу сюда перелистнули. С тебя лайк, кстати, за скорость. Для ПК удаляем старую версию, если она у вас была. Качаем заново. Для ПК игроков, у кого нет ее, можно скачать через турецкий Steam аккаунт. СНГшный, возможно, совершенно не канает, особенно если это русский. Либо с шансом вам поможет ссылка на клиент от подписчика под видео. Для телефонов есть Баф или Pure. Для айфонов, возможно, тоже катит, но у вас там есть и иные варианты решения со сменой региона и ценами, там, короче, свои лайфхаки. Вау, а что, так сразу нельзя было рассказать? Можно! Было, но на каждой теме я становился полноценно описывая детали и мысли. Вот теперь на этом действительно все. Лайк, если вам я смог помочь. Комменты, разумеется, если у вас имеются какие-то вопросы или какие-то замечания, особенно если у вас есть альтернативные решения, о которых я не упомянул, милости прошу, я буду только рад этому. Ну и, конечно же, подписка, чтобы не упустить различные новости об игре. В особенности, если вам нравятся мои ролики, то давайте продолжим мой тернистый путь блогера вместе. Возможно, я однажды исполню свою мечту и наберу 1000 подписчиков, а то и больше, да? А еще, и для тех, кто не знает, я очень часто делаю какие-то розыгрыши в ТГ, на Ютубе, да и вообще, всю раннюю информацию я, кстати, постоянно подаю в своем ТГ. Именно там еще мы много можем общаться, пожалуйста, вот есть чаты по различным играм, пока вот такие. А если вы хотите попасть ко мне на стрим, то это, конечно же, Twitch. Здесь у меня не получается это делать, сколько я не пытался. На старте 17 июля мы обязательно будем играть в ДХ вместе с вами. Заходите, будут очень вам рад. А на этом все. До встречи в следующем ролике или стриме. Пока.